Что такое воспитание на корточках? До середины XX века принципами воспитания детей были, как это теперь и не странно, беспрекословное послушание и наказание в случае неповиновения. В 1946 году автор книги «Ребенок и уход за ним», педиатр Бенджамин Спок, взорвал этот уклад воспитания иными подходами. Вот о чем он заявил. Любите своих детей безусловно, не сравнивая с другими, но не жертвуйте ради них слишком многим. Ваш ребенок, так же, как и вы, имеет право выражать свои чувства. Сегодня эти постулаты укрепились как главные принципы педагогики во всем мире. Но есть один важный аспект, который выглядит на этом фоне воистину парадоксально. До сегодняшнего дня многие считают возможным шлепнуть по попе за непослушание дома и даже прилюдно. «Я не пропагандирую физическое наказание», писал все тот же новатор методик воспитания Бенджамин Спок. «Но, шлепнув ребенка, вы отведете душу, и все встанет на свои места». Нет, нет и еще раз нет. Я категорически против физических и моральных методов наказания. Это насилие, оскорбление и унижение личности. Наказывая детей физически, навешивая разные оскорбительные ярлыки, мы теряем самое важное, что должно быть между родителями и детьми – доверие. Позвольте прочитать вам стихотворение от лица ребенка, которое демонстрирует, чего же ждут дети от родителей вместо раздражения и наказаний. На корточках. Если бы все взрослые сели вдруг на корточки, не достали б взрослые ни за что до форточки, стали бы гигантами стулья и плита. И, конечно, страшную стала б темнота, но зато бы взрослые, сев хоть раз на корточки, нас бранить не стали бы за песок на кофточке, за ботинки мокрые, за пальто в грязи, потому что с корточек вся земля вблизи. Если бы все взрослые сели вдруг на корточки, стали бы вершинами небольшие горочки, детские делишки бы выросли в дела, и, наверное, меньше бы стало в мире зла. Наравне бы с дочками, наравне с сынишками стали бы все взрослые взрослыми детишками. Удалось бы каждому детство обрести, и в награду стали бы взрослые расти, не стареть, не горбиться, даже не сидеть. Только вот на корточках трудно усидеть. Да, я предлагаю, общаясь с ребенком, садиться с ним почаще на корточки. Экстремально, технически сложная поза, и могут заболеть коленки, но, присаживаясь на корточки, вы, не говоря ни слова, решаете сразу несколько воспитательных задач. Вы показываете малышу, что общение с ним для вас очень важно. Вы находитесь в полном внимании, вы никуда не торопитесь, вы не давите на малыша своим высоким ростом, и он не чувствует себя лилипутом в стране великанов. Остается лишь улыбнуться, выслушать ребенка, не перебивая, посочувствовать ему и сказать что-то такое ободряющее в конце разговора, чтобы он улыбнулся в ответ. Чем чаще вы будете садиться рядом с малышом на корточке, в позу «мы с тобой одного роста», глаза в глаза, тем больше он начнет доверять вам. Ведь в раннем возрасте дети больше реагируют на выражение нашего лица, на тактильные ощущения, считывают смысл нашей позы, пока не понимая суть отношений без предательства и обмана. Так что говорите с детьми на их языке. Присаживайтесь на корточки рядом со своими детьми, и тогда процесс воспитания станет актом вашей любви и доверия.